Добрый день, друзья, с вами Димон Крипто. Итак, сегодня мы рассмотрим протокол Франциум. Протокол Франциум является одним из лидеров нового поколения DeFi сервисов. На что тут можно обратить внимание? Посмотрим на надежную пару Sol USDT, Solana и криптодоллар, по сути, USD Tether. Ставим плечо 2.25, нажимаем Farm. Что мы тут видим? Если мы, во-первых, здесь у нас есть симулятор, который будет показывать нам приблизительный наш доход, либо наоборот убыток, если мы неправильно рассчитали стратегию. Ставим плечо 2.20, к примеру, да. Ставим borrow to assets, заимствование сразу двух активов. Мы заимствуем примерно 33% USDT, криптодоллара, и 67% Solana. Это консервативная, низкорисковая стратегия. Что она нам дает? Тут, если вот прокрутить, можно внизу увидеть наши параметры. Они поставили, вот мы поставили сумму по максимуму, примерно около $200, около 193 с копейками USDT. И мы видим внизу параметры, сколько мы поставили монеты, какого вида монет, сколько мы заимствовали. Вот они тут все внизу. Но самое главное наше внимание сегодня на график. Значит, итак, мы смотрим. Тут мы поставим 30 дней, чтобы было больше наглядности. Итак, мы смотрим. Сегодня курс Solana примерно 33 с копейками, 33 и 30 приблизительно. Значит, если вот тут подсказка всплывает, она нам показывает. Если курс монеты по отношению к USDT, криптодоллару, не изменится на протяжении 30 дней, то мы получим на эту сумму 0,67% приблизительно. Если же все же ожидается хотя бы небольшой, но рост Solana по отношению к доллару, к USDT, то мы тут можем видеть, вот допустим, если Solana вырастет на 20%, то наша прибыль составит к телу исходной инвестиции, к объему исходной инвестиции вместе с залоговыми суммами, вместе не с залоговыми, извиняюсь, а вместе с заемными суммами 5,6%. То есть наша инвестиция уже будет составлять в этом случае 105,6% к исходным 100% инвестиций. Максимально, если Solana вырастает примерно до, ну, допустим, до $55 за монету, то в этом случае у нас будет тело инвестиций у нас составит 111,12% к исходному нашему телу, к исходному объему вложений, которое считается вместе с заемными занятыми средствами и в USDT, и в Solana. В то же время, если Solana просядет, допустим, на 10%, это 29,71 доллара за монету, то мы видим из графика, что мы в этом случае, наша инвестиция потеряет приблизительно 2,59%. Вот, то есть при 10% мы не так уж много и теряем. При такой, это все опять же при такой конфигурации займа и стейблкоина, и стабильной монеты, и Solana. То есть вот в принципе тут везде подсказки. Вот всплывающая подсказка говорит о том, что приблизительный общий доход
в процентах к текущей стоимости, если Solana и USDT останутся на тех же позициях после инвестирования, после течения 30 дней. Он составляет 0,67%. Приблизительно, опять же. Следующая стратегия. Это и мы описывали сейчас наиболее консервативную стратегию. Ее еще называют псевдодельта-нейтральная. Стратегия, которая как бы включает в себя хеджирующие элементы, то есть страховочные моменты, которые нас страхуют, в том числе и от падения курсовой стоимости нестабильного актива. В данном случае нестабильный актив это как и любой альткоин, это Solana. Вот. Ну, можно добавить, что суть в том, что такие монеты, как Solana, которые входят в первую десятку, в первую двадцатку мировых криптовалют, у них как бы зазор, то есть диапазон падения, он тоже, как правило, как бы достаточно ограниченный. Если биткоин не будет резко падать вниз, то и Solana тоже не будет падать вниз. Такие крупные монеты, как Solana, следуют за биткоином. Хотя, конечно, амплитуда роста и падения у всех альткоинов, она больше, чем у биткоина. Это тоже нужно помнить и принимать этого внимания. Это я говорю к тому, что не стоит иметь дело с так называемыми, как их еще называют, шиткоины, с какими-то мелкими, малоизвестными монетами. Следующая стратегия. Следующая стратегия так называемая лонг длинный фарминг. Стратегия роста. Вот мы ее здесь открыли. Видим график. Опять же, мы можем занять только USDT, допустим, с плечом 2.20. А можем занять оба актива. И USDT, и Solana. В любой пропорции, в которой как бы которая нам нравится, который адаптирован к ожиданиям, к нашим рисковым ожиданиям и к нашим рисковым устремлениям. Вот тут мы видим, что если мы, опять же, в такой пропорции займем 33% USDT, 67% Solana, то мы видим, что кривая при падении Solana на 6% мы потеряем в телеинвестиции всего 2, даже не 2, а 1,2%. При падении на 10% мы потеряем от тела инвестиций 2,59%. 2,59%. В то же время, если Solana вырастет на 19%, то наша совокупная инвестиция вместе с заемными активами, тело нашей инвестиции вырастет на 5,80%. То есть, опять же, тут удобно тем, что график визуализирует, наглядно показывает, какие уровни риска для каждого человека приемлемы. Что такое красная черта и красная точка? Красная точка – это точка ликвидации. Вот в этих низкорисковых консервативных стратегиях точка ликвидации находится далеко внизу. То есть так, чтобы стоимость Solana должна составить около $2 за монету, чтобы произошла ликвидация. Но это в обозримом прошлом, и в обозримом прошлом это практически такой ситуации не было. То есть это крайне малореальная ситуация. Но опять же, каждый выбирает и плечо, и соотношение занимаемых монет, поскольку вы уже поняли, что от соотношения от структуры занимаемых монет и от размера плеча зависит и уровень риска. Он либо ниже, либо выше. Вот так работает протокол Франциум. Внизу в спойлере этого ролика есть ссылки на все мои реквизитные платежные данные. Кому интересно иметь пошаговую инструкцию, степ-бай-степ, инструкцию,
которая пошагово рассказывает, как начать инвестировать в DeFi. Такой курс стоит всего 25 криптодолларов, либо просто долларов, кому как удобно. И для начинающих, для новичков такой курс, с моей точки зрения, просто незаменим. В этом курсе я рассказываю, каким образом завести криптовалюту из фиатной валюты, так чтобы потерять меньше денег на комиссиях. Ну, и имеется в виду, допустим, сегодня 1,5% это минимальная комиссия на одной из самых крупных бирж мира. Вот, какими кошельками пользоваться, какие трудности могут возникнуть, если пользоваться кошельком Ledger. Ledger аппаратным холодным кошельком, который является самым безопасным кошельком. Каким образом, где хранить вашу криптовалюту и заработанную криптовалюту, в том числе, что желательно ее не хранить на горячих программных кошельках, а хранить ее на аппаратных кошельках типа Ledger. В общем, там все в подробностях на основе моего опыта других людей. Можете это все с этим ознакомиться. Сможете с этим ознакомиться. Вот что такое Double Dip на французском. Double Dip – это усиление, и процент здесь получается практически удвоенный. Усиление процентной депозитной ставки каким-либо дружественным сервисом. В данном случае тут монета так называемая ST-Sol, ST-Solana. Эта монета, хотя и не включена в 100 ведущих монет мира, но эта монета Stake Lido Sol специально создана сервисом Lido для стейкания, для отдачи монет в стейкинг. То есть она фактически парно привязана к курсу Solana. И на протяжении последнего года она следовала за курсом Solana, и ее стоимость чуть-чуть, на несколько процентов выше, чем стоимость Solana. Так, в принципе, всегда и держится. Этот сервис дает дополнительные удвоенные проценты, поэтому тут пишется Double Dip. Это как бы временное явление, Double Dip здесь не будет постоянно. Но какое-то время вы можете зарабатывать вот тут удвоенные проценты. На ST-Sol, ST-Solana, стейкинг Lido Solana, полное название этой монеты. Вот мы, кстати, можем посмотреть. Это файл шаблонов, которые вот описывают. Француз предлагает 3 шаблона, чтобы помочь пользователю в открытии всех фермерских позиций. Причем 3x длинный фарминг, 3x короткий фарминг, нейтральный фарминг, из которых нейтральный фарминг делится на псевдо-дельта-нейтраль, хеджирующую стратегию с третьим плечом и заемный фарминг. Тогда, в том случае, когда занимается, как я уже вот рассказывал в данном примере, нестабильный актив. То есть актив, который подвержен волатильности, курсовому колебанию. В данном случае Solana, либо какой-либо другой альткоин. Мы можем посмотреть, где, в принципе, любую монету мы можем посмотреть в рейтингах, в информерах. Ну, пока на сегодня все. Об этом в следующий раз.